Антонио Маргаретти. Дефайл, дамы и господа, и сегодня у нас новая новость про Италию. И сегодня у нас будет Vehicles Preview, то есть переводится как превью техники. В этот раз никаких роликов Subway Surf и даже нарезания мыла, но я хотя бы думаю, возможно добавлю, а то вы меня так веселите, когда пишете то, что вам ролик не нравится, вы там собрались что-то читать, ребята, не смешите. Вы игру-то играть не умеете, а еще и читать. Антонио Маргаретти нас встречает. Превьюшка там ничего интересного, давайте сразу читать, что у нас вообще будет. Значит, первое, командные машинки, у нас будет какой-то иконический Компаньола джип. Компаньола джип итальянской армии и просто невооруженная сишка, это просто УАЗик, господа. Такой вы можете встретить почти в любой фракции, в принципе, ничем выдающимся он никак не будет отличаться от других. Вот Фиат уже интересно. Фиаты, в принципе, у нас в игре есть частично. Это транспорт у Южной Кореи, насколько я помню. Давайте вот так вот прокликаем. Вот он. То есть вот они, БТР и Фиат. Поэтому это просто будет командирский Фиат с 1.1.1 по кругу. То есть, в принципе, стандартная CV-шка БТР в таком случае. М557 у нас тоже такой юнит уже в игре есть. Эта командирка есть там у немцев в первую очередь. Обыкновенный холодильничек, так называемый. Так, тоже ничего нового. Вот это вот интересный вариант, кстати, тапок. Командирский тапок. Тапки у нас есть у американцев. Вот они. Вот они, американские тапки. Будет ли он со вторым лбом или нет, в принципе, не важно. Но, в принципе, просто медленный командир зависит от стоимости. Надеюсь, что он будет стоить соответственно. Ну и, естественно, морпехам прибавится новая карточка CV-шек, очевидно. Ну и командирский Леопард 1/2. В принципе, не надо телеграм тут высовывать, забыл выключить, но ничего страшного. Так, вот у нас примерно такой Леопард это будет. Самое главное, что у него будет вторая крыша. И, в принципе, это более-менее бронированный командир, который, в принципе, будет использоваться. Далее по снабжению. АЦМ-80, который я не уверен. По-моему, это все-таки Фиат на фотокарточке, да? Но что вам тут сказать-то по поводу АСМ-80? Это Light Supply Truck, и я вот не знаю. Скорее всего, это 15-поинтовый будет Supply Truck. Например, по аналогии, там, не знаю, с Юпитером. Ну, либо 15, либо 20 поинтов, либо по аналогии с Уралом 800, либо 1100 сапплая. Но самое главное, что будет аналог Манкати. Вот эта машинка Medium Supply Truck, это будет вот именно что Манкати 1750. Это хорошая новость, это получается, что у Италии уже неплохое снабжение. Единственное, я не увидел вертолетов снабжения. И для меня это немножко интересно, потому что вроде бы у Италии должны быть вертолеты, либо это будет следующее превью авиации. То есть они вертолеты пока что просто не раскрывают. Посмотрим. Далее интересный вариант, это 122-мм Фирос 25. Я бы даже, возможно, погуглил, как они выглядят. Вот, в принципе, они Фиросы, так называемые. Значит, у нас тут два пакета по 1, 2, 3, 4, 5. По 25, получается, 5 на 4. По 20 ракет в каждом. Пускают ли они их одновременно или нет, насколько мне сказали, насколько я узнал, в принципе, скорее всего, это будет два залпа. То есть двухзалповое РСЗО. И первое из них это еще и с напалмом. То есть это будет стандартная напалм РСО. В принципе, в игре такие есть. Мы можем их встретить у Югославии и Израиля, как ни странно. У Израиля это МР-240 напалмовый. На 12 километров. Фугаса это, естественно, не будет давать. Скорострельность 10. В принципе, эти машины более-менее юзабельны. Но вопрос то, сколько им дадут релоад тайма. Если они будут очень долго перезаряжаться, то в них смысла не будет. Как-то так. Далее. Фирос 30. То же самое, только будут уже хаешные и дымовые снаряды. Стандартная тема. Скорее всего, это будет что-то, в лучшем случае, что-то вроде Ларса 2, насколько я понимаю. Но из-за того, что калибр чуть выше, то мы можем ожидать, что это будет даже больше похоже на какой-нибудь Град. Опять же, все теперь зависит от увеличения скорости перезарядки. В принципе, небольшой инсайт дам, то что вопросы, переговоры, ну и в принципе обсуждение о том, чтобы забафать Града идет очень давно. И, как ни странно, возможно, в следующем патче все грады будут пробафаны, и в том числе и на итальянский это повлияет. Поэтому понадеемся на то, что грады будут забафаны, именно их скорость перезарядки, хотя бы в первую очередь. Некоторые варианты Фироса нам предлагают в категории машины, такая транспорт, так сказать, отдельная категория для дополнительных машинок по фаер-саппорту, и пишут о том, что он будет, скорее всего, аналог какого-нибудь боф-ракеташа.
У нас есть единственная машинка в игре, которая напрямую стреляет неуправляемыми ракетами. Вот такие блоки просто весят сверху. И нам говорят, что такая машинка будет тоже у итальянцев. В принципе, неплохо, это всегда смешно, почему бы и нет. Артиллерия у нас классическая М109 с короткой трубой. Такую мы можем встретить, по-моему, у скандинавов. Вот она. В принципе, без разницы, ее никто использовать не будет. М109Л чуть-чуть дольше, точнее, чуть длиннее пушка. Но здесь уже интересно то, что говорят, что здесь будет какая-то пушка именно итальянская. И доступна она будет с 86 года. Возможно, это будет чуть лучше, чем вот этот вариант Паладина, который уже, в принципе, более-менее юзабелен. То есть это уже не такая страшная гаубица. Условно, в 1 на 1 ее можно и применять. Дальше классическая 175 мм гаубица. Она у нас, по-моему, в наличии у корейцев, как ни странно. Вот она, 107-я. 9-й фугас, 7000 рассеиваний, 35 км. Ну, просто точная, дешевая, мощная арта. В принципе, здесь ничего такого нового. Ну и стандартная М110А2. Это у нас, по-моему, американцев можно найти. Да, вот она. Тоже обыкновенная десятка, 3600 рассеивания, 2 снарядика, 10 фугасов. Стандартный 10 хаешная артиллерия. Минометы американские 81 мм. Потом точно такие же, как у американцев, 106-е. 162. И 162 здесь пишут им улучшенный вариант этого юнита. И здесь, кстати, французская мортира МО 120 РТ 120 мм, которая доступна, понятное дело. То есть это прототип. Возможно, они вот эту имеют в виду? Нет, не вот эту они имеют в виду. То есть просто какая-то улучшенная мортира, понятия не имею, что имеется в виду. М727 Айхок в ПВО. Переходим потихоньку к ПВО. Я так понимаю, нам предлагают то, что просто будет стандартный Айхок. Вот он у нас есть у Дании, например. Далее Айхок Пип 2. Точно такой же, который есть у корейцев. Вот он. Просто улучшенный Хок. И самое интересное, это Спада Аспид. Вот она изображена на картинке. И она, в принципе, будет работать по принципу норвежской установки на САМС. То есть у нее будет много авиационных ракет, напиленных на базе. И, в принципе, да, понятно, это будет круто. Но тут пишут, что Амрам будет менее точный. Поэтому не знаю. Не знаю. То есть это у них, собственно, ракета Спада. То есть не Амрам, но что-то похожее на Амрам. И оно написано, что будет менее точно, чем на САМС. Но это хороший вариант, но пока что мы имеем в виду то, что все вот это ПВО радарное. Все ракетное ПВО радарное. А вот дальше нам предлагают квадрината АЦМ-52. Снова пробую найти в интернете, что это такое. А это просто грузовичок с квад-браунингом. Вот такой, видите. Просто смешной грузовичок с браунингом. Здесь ничего интересного. А вот это, я так понимаю, нам на картинке изображает седан 25. Кстати, заметьте, пожалуйста, то, что на картинках, по-моему, улучшена графика. И мне уже интересно, неужели они решили улучшить как-то графику, либо это такая обработка скринов. На всех скринах графика выглядит значительно лучше, пока что это, кроме меня, по-моему, никто не заметил. Либо я настолько давно не играл в Wargame, но по ощущениям графика действительно бафнута. Либо это действительно настолько классно обработанные скрины. Ну, посмотрим, конечно, что это будет. Да, это и седан 25, это и есть на картинке. 25-мм четверная. На М113. Просто стандартная зенитка, надеюсь, безрадарная, но, скорее всего, она с радаром, я так понимаю. Ну, с другой стороны, она дешманская должна быть и так далее. Ну, естественно, ОФ-40 автоматик. Автоматик уже есть у нас в игре, но он у датчан. И у датчан он находится на более слабой базе. А у F-140 у нас предлагают базу примерно как у первого Леопарда. Поэтому, возможно, броня у этой машины будет сильнее. Ну, посмотрим. Просто посмотрим. В принципе, ничего такого. Дальше по танчикам у нас. М47. Я понятия не имею, что это такое. А, возможно, это что? Hellcat? Это, возможно, Hellcat. Hellcat у нас есть у югославов, правильно? Нет, это Hellcat 76. Но я не знаю, что такое М47. Мне даже интересно стало. Сейчас снова загуглим. Нет, понятия не знаю. Мне выдало движок BMW. То есть не уверен, что это так. М61, М61 Nero. Это танки уже есть в игре у морпехов. Здесь написано только у них будет одна броня плюс. Именно у итальянского варианта. Вот этот танчик у нас, кажется, да? Где? Вот. Ну, честно, от того, что ему добавят одну броню, он лучше не станет. Типа, забейте. Просто забудьте про этот танк. Далее, экспорты.
В реальной жизни ОФ-40 использовался только Объединенными Арабскими Эмиратами, но в игре, тем не менее, он будет использоваться. А F-40 обычный будет похож на Вахрисов на Леопард 1 А2 и 1 А3. Это означает то, что он падает вот в эту категорию. И ничего с него особенно крутого не выйдет, очевидно. То есть это слабый конкретно Леопард. Далее F-40 Mark 2. Просто будет улучшена броня и пушка и так далее. Ну, короче, это все будет просто модификация одной машины. И самое интересное Mark 3, потому что здесь 105-ку меняют на 120-ку. И мне интересно, на что это будет за танк, потому что, получается, он будет покруче Мексоса. На Мексосе стоит 105-ка с 17-м пробоем. А если здесь будет 120-ка, то, скорее всего, это будет что-то похожее на финский Ми-Паф. То есть с высокой бронебойностью а-ля 19, но броня будет тоже в районе 14 либо 15. Далее, Леопард 1.2 мы только что смотрели, такой же, как у немцев. Ну и Арета, единственный тяжелый в кавычках ОБТ. И понятия не имеем. Там пушка будет такая же, как у F40 MX3, просто с лучшим БК. И я так понимаю, нам будут предлагать какую-то броню. Я лично рассчитываю то, что броня будет в районе 19, как у 24-го. И тогда это, в принципе, обеспечит Италию хоть какими-то танками. Хотя пока что мы видим, что у Италии танков, в принципе, нету. То есть мы еще должны посмотреть на средние танки Италии, когда они выйдут. Если они будут более-менее хотя бы способны сражаться с 2 первыми. Ну, вот условно в ранкедной, да, мете, то тогда это будет еще дека как-то жить. Если танки никак не смогут конкурировать с немцами хотя бы, потому что немцы это эталон танковой деки, то у них будут проблемы, конечно. По поводу разведки. Просто джип с браунингом, много разных фиатов. Фиат с 20-миллиметровкой, я так понимаю, имеется в виду тот, который у нас уже есть в игре. Это вот такой. Не будет ли на нем АГС, не знаю. Скорее всего, на нем не будет АГС, и он будет со хорошей оптикой. Он будет в районе 20-30 поинтов. Стоит такая, в принципе, колесная БРМ со вторым лбом. Она будет нормально для диверсий. Господи, блин, хватит писать мне во время ролика. Да. И как бы... Это будет очень похоже на Лучис. Да, это будет просто итальянский Лучис. Только пушка, кстати, как ни странно, будет немножко точнее. Давайте все-таки закрою телеграм, чтобы нам больше точно никто не писал. Вот. БГС их сейчас закрепил? Нет, не закрепил. Давайте дальше. Фиат 90 мм. Это так у нас будет то, что есть уже в Америке. Бесполезный юнит на самом деле. Даже понятия имею, зачем тратить силы, чтобы его добавить. Это вот такая пушка будет на Фиате. База будет Фиат, а пушка будет как Кирилл. Ну, кстати, база примерно такая же будет по характеристикам. Зачем? Не знаю. Ну, то есть, никто этот юнит никогда в жизни не использовал. Поэтому абсолютно без разницы. Леопард 1.2 реконовский у нас уже есть в Германии 30 поинтов. Вот Центавра это интересно. Говорят, что это будет лучше, чем AMX-10, быстрее, с большей дальностью, 2200 значит, точностью и стабилизатором, еще и лучше оптика. И лучше немножко броня. Если лучше оптика, это сразу нам говорит то, что скорее всего танчик будет с очень хорошей оптикой. Это нам также намекает на сосхожесть с современным Руикатом, который есть в игре. Но пушка у Центавра, по-моему, есть 105-ка. Поэтому бронебойность будет очень крутая. Что-то на уровне Руиката, наверное. Возможно, это будет просто реконовская версия примерно вот этого Руиката, именно по характеристикам. Но сказано, что броня чуть лучше, чем у РЦшки, а это значит, что это будет выше, чем тройка, 4 минимум, а может и все 5 очков брони во лбу. В принципе, посмотрим, уже выглядит хорошо. То есть реконовский танк с стабилизатором, который катается, рейдерский, еще 4 на 4 база. В принципе, может быть серьезно. Машинки Fire Support. Каноньера, просто джипик, я так понимаю. Фирос 6, как и говорили, там свыше, это просто Нуры 48 50-миллиметровых труб, которые будут расположены на каком-то траке. Далее у нас Фиат, естественно, то же самое. Как бы Фиат с безоткатками, я так понимаю... А, нет, подожди, лаунчер тот же, говорит. То есть те же РСЗОшки их с прямой наводкой будут бить. А Фиат нам с этими с безоткатками не дают, как в Розандере, кстати. Я думаю, многие вспомнят, о чем я говорю. Не дают. Ну ладно. Здесь у нас iTow лаунчер с 82 года. Стандартный МС-13 Стоу. Какая-то странная машинка. Ну, то есть тоже просто Тоу, iTow, 20-й пробой. Там был 16-й, очевидно. И моделька Туа, которая сможет стрелять сразу 2 Тоу-2. Очень быстро. Прототип, как в 90-х годах. Но, кстати, эта машина уже есть в игре, и она никак не особо не роляет. Да, она здесь на базе МС-13.
Кстати, возможно, там тоже на базе М113. Ну, короче, эта машина как бы ничем особенным не является. Вот если бы не дымовые шашки работали, например, видите, сколько дымовых шашек, то, может, она была бы чуть получше. По поводу транспортов. У нас, значит, кстати, я здесь еще забыл, Центавра будут еще в разряде обычных танчиков, то есть без оптики. Просто в разряде можно будет вызывать из транспорта. А здесь еще интересная C1360. Пишут, что идентичная до израильского HVMS. Это интересный юнит, который редко используется в играх. Вот такой вот юнит с пушкой HVMS. У нее только бронебойные снаряды. Она очень скорострельная, бронебойка. Очень классная штука, чтобы контрить финно-поляка и вообще любую фракцию, которая спамит дешевыми не бронированными БМПшками. То есть вы можете таким образом очень быстро уничтожать все БТР и легко бронированные БМПшки соперника. Будет такая же машинка у итальянцев, только уже без рекона. Далее у нас софтскин Трак Транспорт, просто грузовичок. Далее Fiat BTR за 10 поинтов, такой же, как у корейцев мы смотрели. ВТП-7 Тапок американский. М113-1 такой же, как у американцев, с одним лбом. Далее Камелинья, М113 только больше брони. Камелинья Марк 3, Апармор от VCC-1, который потерял, вы поняли, способность амфибий. Вот мне интересно по поводу того, что есть ли на нем какая-то пушка или нет. Эрзац БМП с Италии. Мне, кстати, да, у него будет 20-мм пушка. У этой штуки есть 20-мм пушка, которая, тем не менее, так похожа именно на ту, что мы имеем на Мардере. Имеем на Мардере первом. Сейчас отключим Израиль. Вот эта пушка. Вот такая пушка будет на базе М113, максимум со вторым лбом. Блин, и честно, если это будет стоить 15 поинтов, будет дороговато. Надеюсь на стоимость в 10 поинтов, то, скорее всего, такое не допустят. Такого не допустят, но вот стоимость 10 поинтов и такая БМПшка, в принципе, будет неплохо. Неплохо. Еще один бронированный грузовичок для некоторых разведывательных отрядов. Хорошо. И на этом все. Да, нам разработчики предлагают подождать дальше. Ну и вот, кстати, вроде бы ингейм футаж. И смотрите, графика. Неужели лучше? Или это обработка? Центавра катается быстро, ну понятно, но похоже на скринах графика лучше. Смотрите, как-то дорога, трава. Вот здесь особенно как-то деревья, такого в варгейме я не видел. И вот здесь то же самое. То есть, либо они модельку пускали в какой-то... На своем Варно движке ставили и фотографировали. Либо неужели нас ждет улучшение графики? Вот это мне интересно, кто-то, если что-то узнает, или увидит, или сравнит с игре. Возможно, кто-то найдет место, где этот скрин сделали. Тогда будет очень интересно послушать. Шизофрения у меня, или действительно графика на скринах улучшена. И если они не собираются улучшать графику, то зачем нас мучить такими красивыми скриншотами? А на этом все. Всем спасибо. Как-то так.